Под словом гимнасты я предлагаю объединить атлетов из нескольких направлений. Это и спортивная гимнастика, и уличная калистеника, и силовые акробаты. То есть все те ребята, которые безупречно владеют своим телом и выполняют сложные силовые элементы. Во время выполнения некоторых упражнений огромная нагрузка ложится на суставы. Локти, плечи, запястья, поясницу, а некоторые элементы на первый взгляд кажутся будто невозможными. Например, мне часто пишут в комментариях, что вот такой элемент — это все видеомонтаж и он нереален. Но на самом деле там нет ничего сложного. Так какой же секрет силы гимнастов и как они выдерживают подобные нагрузки? Давайте разберемся. И досмотрев это видео до конца, я расскажу, как получить книгу о тренировках гимнастов. А на связи Владарович. Я уже 10 лет занимаюсь силовым воркаутом. Досматривайте до конца и не забудьте подписаться. Чтобы оценить силу гимнастов, для начала давайте определим, а что вообще такое сила как понятие и в чем она измеряется. Мышечная сила – это способность атлета преодолевать внешнее сопротивление, если мы толкаем или тянем, или же способность противостоять этому сопротивлению, к примеру, удерживая вес за счет мышечных усилий, напряжения. Когда мы видим сложные элементы, такие как самолет, передний вис, отжимания в стойке на руках, подтягивания на одной руке и другие, это все и есть проявление силы. Но каждое из этих движений будет проявлять силу до определенного условного момента. Первые несколько секунд или несколько повторений, а дальше уже будет выносливость, если мы удерживаем статический элемент примерно секунд 20-30 и более. Или же если выполняем упражнение с собственным весом или отягощением на более чем 5-8 повторений, то тогда уже тоже будет сила переходить в выносливость. По-простому говоря, сила – это то, что мы можем преодолеть в сложных для нас движениях. Тренировка силы для каждого уровня подготовки будет выглядеть по-разному. Если для начинающего силовым движением будет одно подтягивание на одной руке, а для кого-то может и на двух, то для более продвинутого уровня, кто может подтянуться так раз 8-10, нужно уже будет использовать отягощение, чтобы усложнить движение и чтобы тренировать именно силу, а не выносливость. То же самое и по статическим элементам. Кто-то держит передний вис примерно секунд 5 и меньше, и тем самым тренирует силу. В то же время другой какой-нибудь рекордсмен этого движения может продержать передний вис секунд 30 и больше. Но можно ли сказать, что второй сильнее первого? Да, можно, ведь он уже может выполнять более сложные вариации. Например, притянутый вис или передний вис на одной руке. Ну или же делать подтягивания в висе, что не сможет начинающий. В гимнастике или уличной калистенике мы можем судить о силе спортсмена, исходя из его антропометрических данных. Но также нужно учитывать, что есть абсолютная и относительная сила. Рост атлета влияет потому, что увеличивается рычаг в плече, тем самым больше амплитуда движения в силовых упражнениях, либо же смещается центр масс при выполнении статических элементов. То есть у кого длиннее руки и ноги, им сравнительно тяжелее все это выполнять, чем более низкорослым атлетам. А вес тела влияет потому, что с большей массой тела сложнее выполнять такие элементы, но при этом все же нужно учитывать именно соотношение роста и веса. То есть часто атлетам с ростом 1,80 м не хватает именно мышечной массы для выполнения элементов, или наоборот идет перебор по весу, что мешает. К слову напомню, мой стаж силовых тренировок с 2011 года. Пишите мне в личные сообщения за помощью с индивидуальными программами тренировок и питания. Читайте десятки довольных отзывов на моем сайте. А также за символическую поддержку донатом на удобную сумму отправлю вам свою книгу. Там ошибки в тренировках, рацион питания и большой материал по увеличению подтягиваний. Ссылки в закрепленном комментарии под видео. А что насчет абсолютной и относительной силы? Абсолютная сила – это максимально возможная сила атлета, которая проявляется человеком в каком-либо движении. Например, сила ног, рук или спины. Абсолютная сила определяется с помощью различных динамометров или когда мы толкаем, тянем вес. Чем больше, тем сильнее. А вот относительная сила, она представляет собой отношение абсолютной силы в каком-то движении к собственному весу человека. И относительная сила проявляется как раз в упражнениях в гимнастических силовых элементах, где имеет значение наш рост и вес. Не зря самые топовые гимнасты или атлеты-калистеники обычно ниже ростом, чем 1,60 м, и имеют небольшой вес в районе 55-60 кг. И они показывают при этом безупречное владение телом.
При всем этом, это не значит, что если вы ростом 1,75 м и весите под 80 кг или больше, то якобы вам будет невозможно достичь такого результата. Нет, у вас тоже все получится, даже если вы 1,80 м и выше. И есть много высоких атлетов. Просто если говорить про длительность изучения того или иного движения, вам понадобится банально больше времени и упорства. Да и смотреться это будет более эффектно со стороны в исполнении более высокого и массивного атлета. Если на рост мы никак не повлияем, то на собственный вес можем. Это я к тому, что не очень хорошей идеей будет все же при росте 1,85 м набирать 95-100 кг веса. Это будет перебор. Хотя есть и такие атлеты. Просто так элементы будут даваться еще сложнее и есть риск травматизма. А можно ли считать, что спортсмены-гимнасты такие же сильные, как пауэрлифтеры или тяжелоатлеты? Здесь будет сложно понять, потому что, во-первых, то, что мы тренируем, то и получаем, а во-вторых, как мы уже разобрались раньше, спортивные гимнасты используют силу относительно собственного веса, а те, кто поднимает тяжести, у них абсолютная сила. И зависит от собственной массы тела и еще и поднимаемых отягощений, которые обычно больше, чем собственный вес атлета. Поэтому не совсем корректно так сравнивать. Ну и давайте ответим на главный вопрос. В чем же сила именно гимнастов? Почему они так умело могут преодолевать сопротивление веса собственного тела? Кстати, ребят, больше полезной информации по тренировкам, а именно книгу по тренировкам гимнастов, я размещу в посте телеграм-канала Владарович. Там мои статьи и чат атлетов для обмена опытом. Заглядывайте по ссылке в описании. Главная отличительная способность и секрет силы гимнастов при выполнении элементов – это понимание, как правильно распределить центр масс. Это работает везде, и просто силы без понимания техники этого будет недостаточно. Например, в переднем висе, горизонте, отжиманиях в стойке на руках. Везде важно использовать правильно центр масс и смещать его, чтобы выполнять элемент. То есть нужно скоординировать работу мышц так, чтобы найти точку, при которой эти мышцы будут наиболее эффективно использоваться. Например, у вас может быть сила отжаться 10, 15, 20 раз в стойке на руках у стены, но вот без опоры ногами вы не сможете сделать ни разу, пока не разберетесь, под какими углами расположить конечности тела и как сместить центр масс. Это все осваивается исключительно практикой и многократными попытками элементов, чтобы сформировать навык в правильной работе мышц. Ну а больше практической информации о тренировках элементов от гимнастов вы можете поискать в книгах, в том числе и в моем телеграм-канале. Что думаете на тему этого видео? Делитесь в комментариях. Кстати, я рекомендую к просмотру еще одно видео на экране о тренировках на гимнастических кольцах для начинающих. Лайк, подписка. Автор сюжета Владарович.